вы видите акулу в кадре, а если вы видите акулу, значит вы знаете, что что-то случилось. Случилось что-то ужасное, и у меня опять пригорело, поэтому я взял акулу. Акула помогает мне немножечко расслабиться, не сойти с ума, потому что я очень сильно нервничаю, потому что я открыл новости, я прочитал новости про не очень хороших людей, которые не любят вас. И меня пригорело. Акула будет мне помогать бороться со стрессом, чтобы я как-то это пережил. А для начала хотел похвастаться такой обновочкой в своем офисе. Это потрясающая фотография, которую сделал мой друг Роман из Нью-Йорка. Мы в Нью-Йорке сняли вот этот кадр. Это я, разрушитель многоэтажек. По-моему, получилось просто фантастически. Кому интересно, в описании будут ссылочки. Ну, понятно, что фон это фотошоп, но сама вот эта вот вся фотография, это так и было. Мы снимали, кстати, в Центральном парке в Нью-Йорке. Вот это я в Центральном парке в Нью-Йорке. Это многоэтажечки, и это будущее. Будущее так будет с каждым. Кому нравится эта фотка, напишите, может быть, сделаем какие-нибудь плакатики, открыточки, и вы сможете разрушение многоэтажек у себя дома повесить. Друзья, для начала мы переместимся с вами в Киев, да. Беда пришла, откуда не ждали. Казалось бы, уже весь мир встал на путь исправления и пошел, а точнее весь мир поехал на велосипеде в светлое будущее. И все уже знают, каким должен быть город, все знают, как нужно развиваться, в каком направлении. В разных городах проводят по этому поводу урбанистические форумы, проводят конгрессы, где собираются важные люди, где они обсуждают, сколько нужно строить велодорожек, в общем, чтобы это светлое будущее скорее наступило, и в это светлое будущее все уехали. Не миновало эту участь и Киев, где вот на днях, буквально на днях прошел форум, который называется Киев Smart City. Наверное, умный город, да, Киев, умный город, и собрались на форум украинские урбанисты. И нагадили украинские урбанисты в душу всем людям, кому не безразличны удобные города. Да, потому что участники форума приехали к выставочному центру, где проходило все это мероприятие. Они приехали и побросали свои машины на газонах, на тротуарах, на пешеходных переходах. И все это в центре Киева. То есть это не какие-то жлобы, мудаки и негодяи. Это приехали урбанисты, которые приехали обсуждать, как им сделать Киев удобным. Именно так себя ведут украинские урбанисты. И у меня от этого просто дико пригорает. Дико пригорает. Я когда это увидел, это как вообще такое возможно? И, наверное, здесь киевляне захотят мне рассказать, что это косяк организаторов, которые просто не предусмотрели парковочку для всех. Но дело тут не в организаторах, а просто в отсутствии воспитания элементарно, в отсутствии уважения к друг другу. И это просто хамство. Ну, давайте скажем, есть приличные люди. Вот, например, автор этих фотографий, он не обломался и припарковал свою машину в 500 метрах от конгресс-центра, где все это проходило, и немножко прошелся пешком. Вот что он пишет. Сегодня проходит форум Киев Smart City в Парковом. Хорошее мероприятие, правильная инициатива. Но для меня диссонанс. Люди, которые приехали обсуждать урбанистику, представители различных государственных департаментов, просто плюют на этот город. Не хочется обобщать, но все же явление достаточно массовое. Я, конечно, тоже хотел где-то рядом припарковаться, но перспектива парковки на тротуаре или пешеходном переходе не подошла. Ноги не отвалились пройти полкилометра. Давайте как-то уважать наш город. В общем, я надеюсь, вот такие вот в кавычках урбанисты когда-нибудь исчезнут как вид и перестанут позорить Украину. А оставшиеся наведут порядок, в том числе и с парковкой в Киеве. А в Киеве с парковкой уж с чем проблем очень много. Ну ладно, это был разогрев. Это был разогрев, потому что дальше это просто жесть, друзья. Дальше это просто жесть. Мы переносимся в Россию. С Украины сегодня все. Мы посмотрели, что там творится в Киеве. Давайте посмотрим, что творится у нас. Наши проблемы, в конце концов, должны быть нам ближе. Как вы знаете, каждый день в России погибает на дорогах около 50 человек. Да, когда-то поменьше, когда-то побольше. Ну, то есть за 3 дня это больше людей, чем в заполненном самолете там, сухой суперджет. И
Но про людей, которые погибают у нас на дорогах, не пишут в газетах, их не показывают по федеральным каналам, никто не объявляет там траур, никто не несет свечки, никто не сожалеет, никто не пишет в каких-то статьях, как же так произошло, потому что, ну, гибель человека в ДТП считается каким-то вот неотвратимым злом от автомобилизации. Ну, есть какие-то издержки, ничего не поделаешь, ну, кто-то должен вот в ДТП погибать, конечно, обидно, но ладно. Вот посмотрите карту ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в Москве. Вот каждый кружочек здесь это погибший человек. В 99 авариях погибли 100 человек. Из них 97 это пешеходы и автомобилисты. Причем 91 авария из 99 произошла из-за наезда на пешехода или велосипедиста. Еще раз, в городе, если мы берем не загородные трассы, а именно в городе, большинство погибших это пешеходы, на которых наезжают машины. А Всемирная организация здравоохранения говорит нам следующее, что превышение скорости и неадекватная скорость ответственны за высокую долю смертности и заболеваемости в результате ДТП. В странах с высоким уровнем доходов скорость способствует примерно 30% смертей на дорогах. Тогда как в странах с низким и средним уровнем доходов скорость оценивается как основной содействующий фактор примерно в половине всех ДТП. То есть, что это значит? Это значит, что в России от 30 до 50% аварий происходит из-за превышения скорости. При этом в большинстве наших городов можно легально гонять по улицам, где ходят люди, где общественный транспорт, где вот кипит эта вот уличная жизнь. Можно гонять со скоростью 80 км в час. А вы сейчас мне скажете, что ограничение же 60, но не забывайте, друзья, про погрешность, так называемую 20 км в час, поэтому если вы будете ездить 80, вас никто не оштрафует. Хотя весь цивилизованный мир сейчас ограничивает скорость до 50, а в некоторых городах, в центрах даже до 30-35 км в час. Именно по той причине, что высокая скорость является самым главным фактором смертности в ДТП. И просто в нормальных городах не хотят, чтобы их жители погибали под колесами на дорогах. Тут все очевидно. Во-первых, если едешь медленнее, например, у тебя скорость 50 км в час, у тебя больше шансов затормозить или вообще избежать наезда на пешехода. Во-вторых, если ты все-таки кого-то сбил, то велика вероятность, что пострадавший останется жив, потому что столкновение на скорости 50 км в час и 60 и 70, там в геометрической прогрессии растет вероятность летального исхода. Но такая инициатива не интересует наших законодателей. Кстати, у инициативы ввести погрешность 20 км в час, которая позволила нашим водителям летать по улицам под 80, есть конкретный автор. Автор — это депутат Государственной Думы от партии, скажите, как его зовут? Да, от Единой России, Вячеслав Лысаков. Он видный защитник прав автомобилистов, и теперь он всем объясняет, почему эта норма хороша и полезна. То есть после того, как эту в прямом смысле убийственную погрешность, норму хотят отменить, вот нам автор этой поправочки Вячеслав Лысаков объясняет, почему же эти 20 км в час это хорошо. Моя позиция, как автора действующей нормы о ненаказуемых 20 км в час, которые поддерживала фракция «Единая Россия», такова. Сначала правительство должно провести тотальный аудит улично-дорожной сети, включая проверку разметки и дорожных знаков на предмет их соответствия дорожной обстановке федеральным законам и ПДД, обоснованность ограничений скоростного режима и расстановку камер. К сожалению, в России стало нормой устанавливать ничем не обоснованные ограничения скоростного режима в паре с камерами не там, где это необходимо для обеспечения безопасности и профилактики нарушений, а там, где легче собрать штрафные деньги. Это самые настоящие ловушки для водителей. Нередко из ниоткуда появляются знаки с ограничением скорости 40 км в час, а до этого, представьте, водители ехали с разрешенной скоростью 90-110 км в час. При этом камера фиксирует автомобиль сразу с точки там бла-бла-бла, например, в общем, эти кормушки надо убирать. Далее необходимо поднять скоростной режим необходимо там, где он не соответствует категории дороги. Сейчас в России он значительно занижен. На Кутузовском проспекте скорость ограничена 80 км в час. Но сейчас, благодаря поправке 20 км в час, по нему можно ехать более-менее прилично. А власти еще хотят снизить порог до 60 км в час. Это Вячеслав Лысаков. А откуда такой человек в Государственной Думе? Ребят, я даже не знаю, с чего начать. Ну, конечно, здесь можно, да, там, похохмить, да, там, еще что-то, пошутить, постебать депутата от Единой России. Конечно, это дело полезное, общественно важное. А можно просто посмотреть, например, про любимый господином Лысаковым Кутузовский проспект и посмотреть на страшные аварии, которые там происходят,
из-за мажоров, которые гоняют, из-за того, что там нету по центру отбойника. А почему его там нету? А потому что депутаты, министры, наши чиновники, они любят ездить по разделительной полосе, потому что им важнее. Им важнее, чем быдлу вот плестись в пробочках. А им нужно, чтобы по разделительной можно было гонять на Кутузовском. Поэтому Кутузовский еще в Москве называют дорога смерти. Потому что на Кутузовском постоянно происходят смертельные ДТП. Когда лихачи всякие, мало того, что они сами, хрен бы с ними, да, дурака не жалко, да, если он сумасшедший, но когда они с собой забирают на тот свет невиновных людей, когда такое количество смертей на этой дороге, и когда, естественно, там нужно ограничивать скорость, Кутузовский проспект нужно сужать, нужно ограничивать там скорость, нужно делать там разделитель, потому что не должны гонять в городе. А депутату Лысакову ему посрать, пусть еще больше людей погибнет, пусть еще больше людей погибнет. Камеры у нас и знаки у нас не так стоят, водитель не для того покупал машину, чтобы плестись. Он должен ехать с ветерком. Депутату Лысакову просто плевать на жизни пешеходов, потому что для него главнее, чтобы можно было погонять по Кутузовскому. И статья Лысакова — это яркая демонстрация того, что в Госдуме у нас сидят вредители. Их не интересует, что каждый день у нас на дорогах 50 человек погибает. Им важно, чтобы их депутатские туловища перемещались из точки А в точку Б с ветерком. А народ, люди, простые люди, бабы еще нарожают. Заканчивая вот эту вот автомобильную тему, мы с вами перенесемся в Петербург, потому что в Петербурге у нас отличился Михаил Боярский. Михаил Боярский бросил свой Мерседес зачем-то на встречной полосе в центре города и пошел куда-то по своим делам. Перекресток Невского и Большой Конюшины, пишет автор фотографий, очевидец: стою на светофоре, с Большой Конюшиной выезжает Мерс и как будто хочет развернуться по кратчайшей территории, чтобы уехать опять на Большую Конюшину. Но вместо этого паркуется прямо на встречке. Ничего себе, скорая помощь, думаю. И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе. Показалось, наверное. Не могут приличные люди так делать, пишет Юра Осинин. Но на самом деле не показалось, потому что еще как могут, и еще как они вот так вот делают. Потому что Боярский позже это подтвердил в Фонтанке, что Мерседес с номером 022 принадлежит именно ему. При этом он заявил, что на перекрестке Невского и Большой Конюшины он вообще не был в тот день. Потом он зачем-то решил вообще нахамить журналистам и сказал: а что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама, кто вы мне? Да мне насрать на вас! Похоже на интонацию? Мне кажется, я мог бы озвучивать Боярского. В соцсетях, кстати, сразу вспомнили интервью Боярского, которое он дал летом 2010 года, и в нем он рассказывает, как ездил за рулем пьяный, как просил у гаишников разрешения нарушить правила, и что к машине относится просто как к велосипеду. Где поставил, там и поставил. Вот. Что ж, по крайней мере, в этом он честен. Боярский, конечно, он не единственный. Мы помним, как Варшавер также нарушал около Ленкова в Москве. И всех этих вот боярских объединяет одно. Это вот осознание собственной исключительности. Они даже не задумываются о том, что правила едины для всех. Ведь в их системе ценностей правила написаны для черни, а они бари. И, соответственно, зачем уважать? Зачем чернь уважать? Не за что, незачем. Поэтому можно бросить свою колесницу на тротуаре, на встречке. Тут как раз включается эта вот формула: дети, закройте уши, все пидорасы, а я Д'Артаньян. Простите, конечно, Михаил Сергеевич, но такой Д'Артаньян нам не нужен. Потому что на дворе 21 век, вас не поймут ни в Питере, ни в Париже, ни в Гасконе. Кстати, управление ГИБДД по Санкт-Петербургу пообещало проверить инцидент с Боярским на предмет нарушения им правил. Посмотрим, будет ли наш Д'Артаньян оштрафован. Это 3 новости, друзья, про автомобилистов, от которых у меня дико пригорело. Что за люди? Что за люди живут среди нас? Все, будьте добрее. Будьте добрее, я успокаиваюсь акулой. Меня многие спрашивают, как я успокаиваюсь. Я успокаиваюсь с акулой, мой милый акуленок, мой друг, он меня успокаивает. Друзья, всем пока, спасибо, что смотрите, не забудьте подписаться, ставить лайк, распространять этот ролик, нажать на колокольчик. В общем, вы у меня умные, сами знаете, что делать, а я пошел успокаиваться.